Приветствую. Ну что, с нами опять экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Наш сегодняшний вопрос по поводу праздника. С праздником мы получили транш. Мы получили транш, это уже общенациональный праздник, уже Порошенко радуется, все радуются. А что он означает? Доступно, если? Заметил, какой сейчас приход у всех общества, да, как все хорошо, сразу стало, все радуются. То Да. есть эффект от кредита, он постепенно добывает такой эпогей какой-то радости и вселенской, и в правительстве, и у людей, и все казалось бы хорошо. Но все, как обычно, печально и грустно, и банально. Почему? Потому что кредит, конечно, это нормально, это поддержка, все-таки это говорит о том, что крах экономики оттягивается, дефолт оттягивается, и все-таки, может быть, будет такое, в общем, светлое будущее. Но когда почитал я меморандум, который опубликовали и не постеснялись его публиковать, почему не постеснялись, мы давай сейчас пройдемся, да, то, конечно, у меня тело покрылось мурашками. Ну, начнем с первого кричащего факта, это пенсионный возраст. Поднять пенсионный возраст у мужчин до 65 лет. Знаешь, я не поленился, посмотрел статистику и ужаснулся, потому что жизненный фактор продолжительности жизни мужчин в Украине снизился. И на 2016 год он составляет максимум от 64 до 65 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что на пенсию они будут уходить после смерти. Ну да, примерно так. Да. То есть, если уже взять статистический показатель, то большая половина мужского населения Украины с принятием этого закона до пенсии просто не доживут. Это уже объективная реальность. Заметь, в Европе средний возраст мужского населения приблизительно в 10 минимально, на 10 минимально лет лучше, то есть 75 лет минимальный показатель по среднестатистическим европейским данным. Вот тебе, знаешь, как бы и статистика, сухие цифры, но дебет с кредитом сошелся, да? Второе. От Украины потребовали снять мораторий на землю. Казалось бы, что тут плохого, да? Ну, должна быть все-таки рыночная экономика, и в секторе сельскохозяйственном тоже наконец-то должны наступить рыночные отношения. Но в какой момент это происходит? Когда в экономике крах, когда преддефолтное состояние, когда национальная валюта в 3 раза упала по сравнению с 2013 годом. О чем это говорит? О том, что это продуманные шаги, которые делаются специально для того, чтобы снять мораторий и скупить за бесценок ту землю сельскохозяйственную, которая в будущем будет использована крупными трансконтинентальными корпорациями. Я тут не преувеличиваю ситуацию. Все почему? Потому что еще Жюль Верн сказал, вкладывайте в землю, ее больше не будет. И это факт. Шарик же он круглый, не безразмерный. Это второе. Третье. Опять тарифы. Опять те же грабли, опять та же ситуация. И мы уже увидели первую ласточку. Это введение так называемой абонентской платы. Да. Да, за то, что якобы будет доставка газа осуществляться прозрачно, публично. И ты представляешь, какой вешают макарон о том, что теперь каждый человек сможет сам выбрать, кто ему будет поставлять. Представляешь, какое счастье. Вот ты представь, ты сидишь в квартире, да? И ты выбираешь, кто тебе поставит газ. Ну, не маразм, да? Все имеют доступ к сетям, нет монополизации. Причем сельские жители будут сидеть и выбирать. Так, сегодня я выберу вот эту компанию. Там, British Petroleum мне сегодня поставляет газ. Конечно, это знаешь, как GSM-оператор, да, там, как телефонная мобильная связь. И уже у нас такой прогресс в этом рынке, такая либерализация, что люди вправе выбрать или МТС купить, или Киевстар, или еще какую-то другую систему. Это чисто цирк. Это говорит о том, что вот это все завешивание тонкой марлевой простыней, на самом деле прямой коррупции, назовем это Роттердам 2+, я уверен, что это та же самая схема. Потом сколько крику, сколько воплей, не позволим, премьер-министр выступает, парламентарии выступают, но никто ничего не делает, приостановили, заметь, не отменили, а приостановили. На 3 месяца, да. Решение. Если все против, так вы просто должны отменить и сказать, извините, мальчик был неправ, юноша 30-летний, он принял самостоятельное решение, мы его наказали. Хорошо, а через 3 месяца, получается, что будет? Сейчас, понятно, что выберут сакральную жертву, да, там, или группу Фирташа,
или Да. группу Ахметова, назовут их кровопийцами, потом будут с ними бороться, а потом скажут, мы побороли, все либерализовано, теперь, пожалуйста, будет вот так. А к чему это приведет? Опять к росту цен на тарифы. Больше ни к чему. Это 3. Четвертое. Не забывай о ситуации, в которой сейчас находится экономика Украины. Никто из МВФ не говорит об инвестиционных проектах, о новых каких-то инвестициях, которые будут вложены в экономику для сооружения каких-то объектов, каких-то, я не знаю, там... Да я не знаю, ветряков настроили бы, альтернативную энергию бы внедряли, хоть что-то. Всего что угодно, что даст добавленную стоимость и даст занятость населения. Об этом тоже не говорится. Ну и, наконец, пресловутая макроэкономическая помощь поступила. Ура, 600 миллионов евро, наконец-то, мы же все победили, опять нам же дали перемога. А в чем перемога? О том, что снят мораторий на деловую древесину и по ходу пошли составы с деловой древесиной в Европу, то есть опять Украину используют как сырьевую базу, опять это старая песня для того, чтобы максимально для своих же заводов и для своих же людей, которые работают на этих предприятиях в Европе, доставить сырье по, опять же, цене, которая необходима. Так, а стоп, подожди. А получается, снят мораторий сейчас уже на этот, на кругляк или что? Ну, они тихо провели несколько исправлений и спокойно все поехало. Ага. И Ляшко уже не кричит, с вилами не бегает. То есть все в порядке, понимаешь? То есть все, а как же ты думал, выдалась помощь? Просто об этом никто не говорит. И все тихо, тишина, все шито-крыто. Опять же безвизовый режим пресловутый. Вот этот шантаж постоянно идти не толкая, такое все. Для чего это делается? Ну опять же наигранная комбинация, понимаешь? Почему? Вывод напрашивается сам собой. Людей выводят в такую ситуацию, чтобы они достигли в момент разрешения полнейшего экстаза и забыли как минимум еще на год о том, что с ними вообще происходит. То есть опять перемога, опять мы скакали, доскакались, но суть-то другая заложена в этих всех аспектах. Вот давай теперь подводить итоги того, что происходит. Да? Во-первых, вернемся немножко в историю. Что произошло 3 года назад? 3 года назад произошла ситуация, на мой взгляд и на взгляд прогрессивных людей, назовем это мягко, неконституционной смены власти. Некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, но факт остается фактом. Неконституционная смена власти. Это доказано уже всеми ведущими юристами и даже в некоторых судах, в некоторых странах. Я думаю, что дальше процесс только будет нарастать. Почему это было произошло? Потому что надо было сменить истеблишмент и для того, чтобы все-таки выполнить ту задачу, которую уже для себя поставили определенные заинтересованные лица. Помнишь эту ситуацию, когда один политик из-за океана сказал, мы вложили в революцию Украины 5 миллиардов долларов. Но она сказала не так. Она сказала, что мы вложили вообще в Украину, а потом они сказали, что имелось в виду вложение там вот и там 30 миллионов в 2010 году. Там... 5 миллиардов была цифра, да? Если кто-то что-то вкладывает, то, наверное, что-то кто-то должен получить взамен. И теперь наблюдаем следующую ситуацию. Падение валового национального продукта за последние 3 года более чем в 2 раза. Падение национальной валюты, обесценивание более чем в 3 раза. Уменьшение территорий, конфликт на Донбассе, называйте это гражданским конфликтом, гибридной войной, а то, неважно, гибнут жители Украины по той и по другой стороне. Как следствие, отток населения с тех районов, как следствие уменьшения населения в глобальном масштабе Украины. Никто не заметил, а Украина уже не 46-миллионная страна, как было в 2013, а это уже максимум 40-миллионная страна. Максимум, и то это только по переписи неизвестно кем создано. А на самом деле, когда дадут безвиз в итоге, то все деловое население, и те, кто хотят как-то жить и выживать, и лучше жить, просто уедут, воспользуются этой ситуацией. Хотя, говорят, это будут только туристические визы, но те, кому надо, все уедут. Ну, на нелегалы, скорее всего, упадут и будут ждать там, 3 года. Я не знаю, есть у них схемы фантастические, всякие сказочные. Кто-то ведет очень тонко продуманную, можно так сказать, афоризмом, шахматную партию. И шаг за шагом выполняет свою миссию. Дошли до ситуации, что надо снять мораторий на землю, тарифы подняли, отток населения пошел, уменьшили. Соответственно, надо скупить все активы, которые должны скупиться. Вот они, то, что осталось, да?
уверен, через полгода-год дойдет и до атомной энергетики. Уверен, что и это будет следующим темпом. Когда разберутся с землей, потом разберутся со всем тем, что осталось. А когда уже разберутся, потом все равно объявят дефолт. А небезызвестный факт, что в 2018-2019 годах Украина должна выплатить в 2018 13 миллиардов долларов внешних заимствований, в 2019 эта цифра больше, там уже будет идти прогрессия. Откуда их брать? Когда экономика рушится, когда потеря территорий, потеря рабочего населения. Соответственно, что произойдет? Транснациональные компании все скупят. Потом будут выбирать, объявить дефолт, либо все-таки надо по ментальному и территориальному принципу разделить Украину. А я уверен, что эта карта уже у них есть в головах. И нам делают такие тонкие вбросы. То с Российской Федерацией на некоторых телеканалах покажут, то какой-то журнал в Германии напечатает, то за океаном. И все как бы это преподносят, то, что это все гибридная агрессия России там, и все остальное, к чему это приведет, а вот к чему, и страшилки такие. На самом деле все просто и банально, просто мне так кажется, я в этом почему-то убежден, и я пытаюсь с тобой пообщаться и в нашем общении как донести до наших зрителей и слушателей эту мысль, чтобы люди задумались, что происходит вокруг. Реально оценили ситуацию, в какой они оказались и как ими двигают, как даже не пешками. Я даже не знаю, я извиняюсь перед аудиторией, как назвать правильно, таких фигур нет. Ну, месье, это очень страшно как-то, что-то мы слишком как-то темным. На самом деле, то есть революция приведет к распилу страны, получается. Ну, если мы начали с революции, заканчиваем сейчас, то есть 19-й год грозит тем, что, ну, максимум, да, может быть и 18-й, тем, что страна будет как-то поделена или о чем речь? Я не сепаратист, я не... Да мы все не сепаратисты, мы этого не хотим. Я абсолютно нормальный, адекватный человек и воспринимаю ситуацию адекватно. Я смотрю, какие меморандумы подписывает правительство, какие за этим следуют действия Международного валютного фонда и что происходит в дальнейшем. Они шаг за шагом добиваются своей цели. А именно, это полностью взять под контроль всю экономику Украины, полнейший контроль и ввести в итоге официальное внешнее управление. Официально. То есть, когда комитет кредиторов спокойно распределяет должности, инструкции и ставит цели и задачи, которые должны выполняться. А если это кто-то кому-то будет не нравиться, ну хорошо, тогда просто распад страны и управлять 8-10 или 5-миллионной страной намного проще. Ну, обратите внимание, что произошло с Югославией. Да? Все начиналось с национального признака и с ментального. Там все это было достаточно в резкой, быстрой форме. Почему? Потому что особо-то и не надо было упражняться. Не было никакой супер там экономики в этих странах. Одни жили за счет туризма, другие жили за счет сельского хозяйства. И лишь там Сербия немножко там жила за счет своих предприятий там крупных, которые у них есть, там химической отрасли и металлургии. Вот и все. И посмотри, как сейчас живут, например, там Босния и Герцеговина. А, кстати, кто там протекторат? Смотри. Ну да. Там то одни, то вторые, так все по очереди меняется, миксуют. Ну, на самом деле всех все устраивает. Понимаешь, там военная база определили, там еще что-то. Добились тех целей и задач, которые ставились по данной территории. Вот с Украиной идет такой же эксперимент, только в более извращенной форме. А люди просто сидят и смотрят на этот цикл, как Ляшко прибежал к Гройсману на совещание, как Гройсман его типа поругал, мы тут ничего не грабим, и все мирно разошлись, в итоге пожали руки. Ай-яй-яй, народ посмотрел, вроде как демократия, да, там друг друга благодарят за что-то там. А на самом деле что? Под шумок сейчас проведут снятие моратория, абонентская плата в итоге все равно будет, потому что сделан некий замер, как общество отреагирует на эту ситуацию. В итоге, чуть-чуть бурно встретил, ну давай тут цирк, сакральные жертвы, то все. К сожалению, я убеждаюсь в том, что это происходит, понимаешь? Людей доводят до состояния полного напряжения, потом бросают конфету, они расслабляются, их расслабляют и еще затягивают поясок. И так до бесконечности, понимаешь? А один шведский, по-моему, политолог в одной из ведущих партий Швеции, социал-демократической, по-моему, еще 80 лет сказал следующую фразу, я сейчас дословно ее не помню, но она звучала приблизительно так. Если из страны уезжают ученые, инженера и любые деловые люди и умственно образованные, то в итоге в этой стране правителями становятся барыги,
а политиками становятся просто шарлатаны. Мгм. Вот приблизительно такая фраза. Это сказано 80 лет назад. Ты ничего не напоминает? Да напоминает, конечно. Ну, валят всех, кто может зарабатывать. Даже просто тот, кто может генерировать идеи. Это факт. Совершенно верно. И их с радостью принимают, потому Конечно. что действительно работоспособные люди с желанием, с активностью такой. И опять же, одно вероисповедание. Понимаешь? Ну то, да. что в Европе сейчас происходит, мы же видим, да? И то, что при всем уважении к мусульманам, при всем уважении к другим религиям, но мы видим, к чему это ведет. Естественно, эту всю тему надо немножко разбавлять, сам понимаешь, для того, чтобы все Конечно. уравновесить. То есть это все четко продуманная комбинация. Но тут не прокатит такое, как с Боснией и Герцеговиной, не прокатит из-за России, потому что Украина-то находится в таком месте. Ты Как прямо бы. с языка у меня снял. Да. С языка говоришь. В итоге, посмотришь, когда распределятся все ресурсы, когда все будет все-таки в руках уже трансконтинентальных корпораций, поверь мне, с Россией договорятся быстрее, чем мы думаем. Мгм. И действительно, Россия сейчас как кость в горле стоит, да, там у определенных слоев сильных мира сего. Потому что Россия показывает свою мощь, потому что Россия ответственно подходит к вопросам защиты собственной территории, границ, населения и тому подобное. Поэтому плацдармом, к сожалению, стала Украина, и на ней отрабатывается вот этот ужасный, дикий план, который, к сожалению, есть и имеет место. Ты понимаешь, я даже, когда говорю это, немножко переживаю и за то, что мы с тобой на эту тему общаемся, и кому-то, может быть, какие-то планы меняем. Ну, я думаю, что нас смотрит там много людей, но я не думаю, что люди совсем там, как бы, очень сильно... Понимаем, в чем дело? Тому, кому надо, Толик, абсолютно четко анализирует все маломальские ситуации. А у тебя канал все-таки почти 1 миллион подписчиков, и ты влияешь уже на информативное поле, поэтому не заблуждайся. 1 700 000. Миллион, тем более, поэтому береги себя. Я в этом плане фаталист, на все воля Божья, но отношусь к этим ситуациям абсолютно прозрачно. Ну, я не фаталист, на все воля Божия, конечно же, но я европейский гражданин, я не судимый, законопослушный, как бы все нормально, а слава Богу, мы живем в свободном мире, где мы можем все говорить, да, ну, как бы мы понимаем, о чем речь. Но схема простая, конечно, простая и страшная. Просто скажут, опять запугивают, все такое, а тут надо всего подождать, получится, пару лет. Так оно все на наших глазах происходит, поверь мне, и этим все и закончится, понимаешь? Когда-то в Вильнюсе, когда перед подписанием я был в передовой группе, возглавлял ее тогда Арбузов, был я и Колобов. И мы сидели, все-таки как-то уговаривали наших коллег о том, чтобы они пошли навстречу, мы предоставили план, мы предоставили цифры, мы показали все показатели. И меня один из наших, скажем так, не оппонентов, а собеседников, сказал одну фразу. Ну, если у вас не пойдет ассоциация, то вы упретесь в гражданский конфликт. Я не придал значения этой фразе, а сейчас она у меня всплывает в голове, и я понимаю, что все это продумано и заранее все написано. И не дураками. Абсолютно умными и очень расчетливыми людьми. С нами был экс-чиновник режима Януковича, хотя я думаю, что это неправильное обозначение, просто мой друг, товарищ Эдуард Ставицкий. Я думаю, что вам всем понравилось. В очередной раз, как всегда. Все. Спасибо, ребята.